Предлагаю вашему вниманию домашние тапочки, закрытые сверху на пуговки. Сделала высокими, предназначила их для более холодной погоды. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня предлагаю вам домашние тапочки-ботинки для малыша, который умеет бегать. Сейчас замерю, чтобы вы видели, какой размер. 13 сантиметров. Чтобы тапочки не терялись, сделала на пуговки, можно сделать на кнопочки. Подошву я сделала противоскользящую, покрыла противоскользящим гелем. Очень хорошо выглядит, это транспарентный, это прозрачный. Очень хорошо сочетается с этой моделью. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной. Немного материала. Для такой модели не понадобится много материала. Еще интереснее, если тапочки будут цветные. У меня остатки пряжи. Все они одинаковые по составу. В 50 граммах 95 метров. Основной цвет серый. Мысик сделала белого цвета. И как окантовку я взяла розово-кремовый. Это для того, чтобы сделать кант. В данный момент я вяжу для своей внучки, поэтому я сделала розовым цветом. Ножницы. Крючок 2,75. Этим крючком я буду вязать от начала и до конца. Это значит, я начинаю подошву и заканчиваю верхом пинетки. Два маркера. Пуговка с иглой. Пуговку я выбрала спонтанно. Я просто подбирала цвет канта. И вот у меня здесь кошечка. Я использовала вот такую резину. Называется противоскользящая резина. Существует много цветов. У меня бесцветная. Мне показалось, это будет намного интереснее. Свое изделие я буду вязать с подошвы. Подошва у меня уже связана. На вязание подошвы я останавливаться не буду, так как у меня есть несколько видео на моем канале. Вы можете посмотреть. Единственное, хочу обратить особое внимание. Подошва начинается сбоку, а значит, она не симметричная. Здесь начало меньшее количество петель, здесь большее количество петель. Подошва у меня связана из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Очень часто задают вопрос, почему 72 петли, а не 70 петель. Так как это подошва, я стараюсь как можно меньше делать дырочек. И вот когда при стыке каждого ряда начало и конец петли, здесь появляется большая такая дырочка. Она отличается от всех. Я стараюсь вязать плотно, но тем не менее. Поэтому третий, четвертый ряд из начала и заканчиваю я все время вяжу из одной петли. Вот я начала, первая петля подъема, и закончила из этой же дырочки. Поэтому у меня получается 72 петли. Я связала две подошвы. Они абсолютно одинаковые и одинакового цвета. Между ними будет располагаться прослоечка. Это как слоеный пирожок. Роли не играет, с какой подошвы я начну вязать. Я возьму первую подошву, разворачиваю лицом ко мне, ищу условную середину, вот эту точку, вкалываю крючок, разворачиваю подошву изнаночной стороной ко мне и в рядом стоящую петлю вновь вкалываю крючок. Образовывается уголок. Это будет нулевой ряд, я его за ряд не считаю. Будет переход от одной плоскости к другой. Пропускаю через две петли нить, формируется петля, провязываю ее свободненько, не затягиваю. И вторая петля, вот, которая была второй, будет первой. И это будет постоянно повторяться. Со следующей петли вкалываю крючок, образовывается уголок, провязываю вместе столбик без накида. Вторая петля становится первой, рядом стоящую петлю вкалываю крючок, провязываю вместе столбик без накида. Так мне нужно проделать эту операцию до конца. Этим самым я сформирую нулевой ряд или мини-бортик, как я его еще называю, для того, чтобы уже вязать основной бортик. Что у меня получается? Со стороны подошвы, обратите внимание, это изнаночная сторона, так как она будет вот таким образом прокладываться. Она будет находиться внутри. Вот это будет со стороны внутренней части тапочка, поэтому здесь лицевая сторона. Сначала со стороны, с изнаночной стороны, здесь очень хорошо видно. Вот они, эти петли, за которые я буду привязывать вторую подошву. С другой стороны, также открытые петли. Вот эти петли как раз мне будут нужны для того, чтобы сформировать бортик. Я провяжу этот ряд до конца и покажу вам следующий этап работы.
Нулевой ряд связан. Мне остается только соединить этот ряд первой петлей, соединительная петля. И я приступаю к вязанию основного бортика. Бортик мой будет состоять из 5 рядов. С 1 по 4 ряды вяжется без изменения. Столбиками без накида 4 ряда. Каждую петлю у меня должно быть 72 петли. В 5 ряду, в последнем, я буду убавлять петли на мысе. Нулевой ряд я не считаю. Он в подсчете роли не играет. Сразу видно открытые петли, которыми я буду соединять подошву, и эти открытые петли, которыми я буду вязать дальше. Вот эта нить, с которой я начинала, ее можно сразу вывести наружу, наизнанку. Проведу ее немножко дальше, крючком меньшего размера, и закреплю его немножко. Итак, я провяжу 4 ряда самостоятельно и покажу вам 5-й заключительный ряд. У меня в работе появились маркеры. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Начала уже вязать заключительный 5-й ряд, так как здесь до маркеров нет никаких изменений. Также вяжется столбиками без накида до маркера. Довязала до маркера. Маркер снимаю. Петлю под маркером провязываю столбиком без накида. И вот уже после маркера первую и вторую петлю провязываю за передние части, только за половинку. Провязываю вместе столбиком без накида. Интервал между убавлениями 4 петли составляет. 1, 2, 3, 4. Следующее убавление. За переднюю часть, вот за половинку, и вторую петлю точно так же провязываю вместе столбик без накида. 2 убавления я сделала, мне осталось еще 2 убавления сделать и провязать до конца. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Бортик связан, состоит из 5 рядов. Последний 5-й ряд мы убавили 4 петли, получился мысик, он скошенный. В работе вновь появились маркеры, я маркерами отметила 34 петли, петли под маркерами в работе не участвуют. Теперь я буду мысик вязать белой пряжей. Мыс я начну с центральных 6 петель. 34 минус 6 будет 28. 28 поделить на 2, это на 2 части, будет 14. Значит, с 15 петли я начну вязать. Эти 15 петель будут у меня на прибавление мыса и на продвижение к маркеру. Вязать я буду за заднюю стенку. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Весь мыс будет до маркеров провязываться только из середины петли. Первая петля закрепляющая, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Одновременно ввязываю хвостик вязания. 2, 6. 6 петель я связала из середины петли, и вот эти передние полупетли у меня остаются открытыми. Для того, чтобы быть уверенной, что я ровно на середине, проверяю с другой стороны. Количество петель должно быть одинаковым. 14 петель с другой стороны. Продолжаю вязать. Также из середины петли вкалываю крючок, провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и со второй петли начинаю вязать. 1, 6. И вот появилась новая 7-я петля. 7. С другой стороны точно так же. Из середины петли вкалываю крючок. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание с изнаночной стороны, и по лицу очень хорошо видно первая петля и вторая. Так как я еще прибавляю, а нужно мне прибавить до 12 петель, поэтому я продолжаю вязать со второй петли. 1, 2 и 8. У меня уже в работе 8 петель. Я прибавлю самостоятельно до 12 петель и покажу вам следующий этап работы. Я набрала нужное количество петель на середину, у меня составляет 12 петель. И теперь буду продвигаться в длину к моим маркерам. Вкалываю крючок в середину петли
Первый раз соединительная петля и второй раз. Разворачиваю вязание, перекрываю нитью первую петлю, вторую петлю пропускаю и начинаю вязать с третьей петли. 1, 11 и 12. У меня по-прежнему осталось 12 петель. С другой стороны, с середины петли первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. Первая, вторая и с третьей начинаю вязать. Вот появляется уже мысик. Так мне нужно провязать до маркеров. Провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала мысик до конца и теперь я приступаю к вязанию язычка. Язычок у меня будет на 2 петли шире, чем мыс. Мыс у меня составляет 12, язычок у меня будет составлять 14 петель. С каждой стороны провяжу еще по одной добавочной петле. С первой петли 1 из этой же петли и 2. И вот 13 и 14 петля. Я набрала на язычок нужное количество петель, которое составляет 14, и высота у меня будет составлять 22 ряда или 11 пар, начиная от начала мыса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 пар у меня уже есть. Это 14 плюс 15 ряд этот, который я провязала. И мне нужно 22. Это значит 22 минус 15, это еще 7 рядов. Язычок будет ровненький, сложности в этом нет, поэтому я провяжу язычок самостоятельно, обвяжу, чтобы все края были ровненькие, и закрою этот ряд. Ну вот, язычок готов, смотрится очень красиво. Чтобы он мне не мешал, я его загнула внутрь и приступаю к задней части пинетки. Я сначала сделаю 2 укороченных ряда для того, чтобы поднять пяточку. Первый ряд будет начинаться у меня вот с полной петли, с 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот с этой петли я приступлю вязать первый укороченный ряд. Закрепляю, подтягиваю. Буду продолжать вязание столбиками без накида, одновременно ввязывая остатки пряжи в вязание. Перешла на другую сторону, и мне нужно, чтобы у меня также симметрично осталось 5 открытых петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вот мне еще осталось провязать 3 петли. В данный момент у меня 6 петель, мне нужно 5. Делаю узелок, вытягиваю петлю, пропускаю вязание через пинетку, все изделие, аккуратно закрепляю это, затягиваю, делаю протяжку и начинаю вязание с 3 петли. 1, 2, 3, вот с этой петли. Протяжечку сделаю свободненько. И по такому же принципу первая закрепляющая, а остальные столбиками без накида. Также с другой стороны мне нужно не довязать последние 2 петли. Я сделаю это самостоятельно, отрежу нить, закрою, покажу вам следующий этап работы. 2 укороченных ряда провязала. Вот посмотрите, что у меня получилось. Подъем какой. Я возьму для вязания еще 3 полупетли. Теперь приступаю уже к задней части от начала и до конца. Закрепляю и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Еще одна полупетля и третья. Теперь вышла на полные петли и полностью обвяжу от начала и до конца, и плюс с другой стороны полупетли 3 штуки. Я дошла до укороченных рядов, так как здесь петля не сформирована, я забираю ее вот именно с этого ряда. И теперь потихоньку поднимаюсь наверх, одновременно ввязываю хвостик вязания. Посмотрите, что у меня получается. Очень плавный подъем. С другой стороны точно так же. Я провяжу этот ряд до конца, захвачу еще 3 полупетли и покажу вам следующий этап работы.
Первый ряд провязан, и я приступаю к вязанию второго ряда. Это четный ряд, второй, четвертый и так далее. Будут убавляться петли для того, чтобы сделать скошенные боковинки только с изнаночной стороны. Посмотрите, петлю, которую я пропустила, ее абсолютно не видно. Она, так сказать, ужалась. Я провяжу этот ряд до конца. Это будет второй ряд. Для того, чтобы начать этот хлястик, мне нужно провязать 4 ряда. Один ряд уже готов. Во втором ряду нужно убавить 2 петли. И в четвертом ряду убавить 2 петли. Я провяжу эти оставшиеся ряды самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Теперь буду набирать петли вот для вот этого хлястика. Связан хлястик справа налево. Это делается очень просто. После того, как я убавила петли, я вам покажу сейчас вновь. Все как обычно. У меня остается 2 петли, одну петлю пропускаю, последнюю провязываю и набираю 20 воздушных петель для хлястика. Это очень просто. Набрать 20 воздушных петель и уже вместе с 20 воздушными петлями провязывать вместе заднюю часть пинетки. Я это показывать не буду. У меня уже ботиночек связан. Я покажу с левой стороны на правую. Мне нужен небольшой кусочек пряжи. Беру последнюю петлю. Это будет с лицевой стороны. И провяжу 21 воздушную петлю. 2, 19, 20, 21. Вот эта 21 петля, она в работе участвовать не будет. Вытягиваю хвостик и закрепляю. Получается 21 петля будет как узелок. Вот я подготовила хлястик и теперь приступаю к 5-му ряду вместе с вывязыванием хлястика. Провязываю последнюю петлю и буду вывязывать вот за вот эти ребрышки. Вот они. Для этого я возьму крючок меньшего размера, чтобы удобнее было. Но буду вязать свободно. Хлястик будет состоять из 4 рядов, не считая воздушных петель. Поэтому я пройду до конца и вернусь на исходную позицию, вот на начало задней части пинетки. И покажу вам следующий этап работы. Теперь хочу перейти на основное вязание задней части пинетки. Это изнаночная сторона, то я буду убавлять петли. Вот мне нужно дойти до вот этой точки, вот до этой петли. А значит, я провяжу сначала одну петлю столбиком без накида. И если не считать хлястика, если вот так условно представить, что здесь нету хлястика, и это окончание вязания, то вот это будет первая петля, а мы ее пропускаем. Значит, я вот эту петлю пропущу и начинаю вязать со второй петли. Также столбиками без накида. И с другой стороны я также пропущу одну петлю. Я провяжу этот ряд самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала еще один ряд. Это у меня 4, 6. Это у меня 7-й ряд. Задняя часть пинетки у меня будет состоять из 9 рядов. Это значит, мне еще осталось 2 ряда. Вот теперь я формирую петельку для пуговки. Так как у меня пуговка большая, я уже знаю размер ее и знаю, сколько уже воздушных петель мне нужно набрать. Нужно оставить 5 воздушных петель, и последняя петля будет провязываться. Значит, мне надо оставить 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываю одну петлю столбиком без накида и набираю 5 петель воздушных. 2, 3, 4, 5. Последнюю петлю провязываю вместе, закрепляю. Разворачиваю вязание, первую петлю провязываю. И теперь я буду крючком меньшего размера вновь брать за вот эти ребрышки. Вот они. Одна петля, мне точно так же надо набрать 5 петель. Вот так.
получается петелька. Так мне нужно провязать изнаночную сторону. Не забыть вот в этой стороне, в этой части убавить одну петлю и в этой части убавить одну петлю, так как это изнаночный ряд. Следующий ряд провязать без изменения и закрыть вязание, чтобы петля была ровно на середине. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Сформировала петельку, спрятала остатки пряжи. Теперь я хочу украсить ее. Для этого понадобится очень мало пряжи, и буду это я делать соединительными петлями по лицевой стороне. Полностью край задней части пинетки, хлястик и впереди. Этот кант играет двойную роль. Он играет роль украшения и очень важную роль для того, чтобы не растягивалась пинетка, чтобы у нее край остался не растянутый и ножка не выпадала из ботиночка. Петля должна быть не очень свободная, но и не очень затянутая. Ну как вот по полотну идет, потом в процессе носки или термической обработки петля растянется на ту длину, которую вы сформируете. Я обойду весь этот кант задней части пинетки и покажу, как я вот здесь формирую также вот этот розовый кант. Практически все, и у меня остается вот передний кант. Нить вытягиваю наружу и вновь ее возвращаю назад. Теперь у меня есть вот этот ориентир, вот этот фарватер, которого я буду придерживаться. Беру эту нить, вывожу вовнутрь, так, и буду уже обвязывать соединительными петлями по вот этой линии серенькой, по полупетлям, которую я сделала, сформировала. Делать это я буду не очень свободными, но и не очень затянутыми петлями, соединительными петлями по краю. Вот так. Я это сделаю самостоятельно до конца и покажу вам следующий этап работы. Хлястики, все остальное прячу, подготавливаю объем работы, чтобы мне ничего не мешало. Сначала я буду обвязывать две подошвы, соединять их и оставлю определенное расстояние, которое мне понадобится для того, чтобы вставить фетровую стелечку. Сначала я это делаю таким образом, что я намечаю вот эти точки и ищу эту же точку на другой подошве. Аккуратненько расправляю и прижимаю пальцем. Мне нужно наметить, откуда я начну вязать. Намечаю 2 полных петли, и это будет у меня с лицевой стороны. Я буду точно так же провязывать соединительными петлями, как вот эти петли, с лицевой стороны. Вот теперь я буду эти соединительные петли вязать очень свободно, чтобы дать возможность подошве растянуться, так как она еще новая, не растянутая, и плюс еще буду вставлять вкладыш, то мне нужно, чтобы подошва была свободно провязанная. За счет 2 подошв получается платформочка. Она еще чуть-чуть увеличится за счет толщины вот этой стельки. Провяжу самостоятельно до вот этой точки после закругления и покажу вам следующий этап работы. Оставила расстояние для того, чтобы вставить прослоечку. Пряжа, которая там осталась, это не страшно, я ее аккуратно прикладываю, расправляю, там уже роли не играет, и вкладываю вкладыш. Теперь буду потихонечку ввязывать вкладыш. По-прежнему забираю одну петлю и вторую петлю, только 2 петли, и провязываю соединительной петлей. Потихоньку вкладыш будет вставать на свое место. Это абсолютно несложно. И продолжаю обвязывать дальше. Я провяжу это самостоятельно и потом покажу, как я прячу вот хвостика с первой стороны, когда я начинала вязать, и по окончанию. И у меня осталось 2 хвостика. Мне теперь нужно вывести в одну сторону. Я возьму крючок меньшего размера, вот так. И теперь выведу на внутреннюю сторону. Заворачиваю вязание и ищу вот эту точку, в которой я могу забрать 2 хвостика. Вывожу их вовнутрь. Вот они. Связываю между собой, делаю 2 узелка, чтобы они не распустились. И распределяю на внутренней части подошвы между внутренней подошвой и фетровой стелечкой. Остатки пряжи отрезаю, расправляю. Ботиночек практически готов. Остается только пришить пуговицу и наложить противоскользящий слой геля. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам готовую пару. Пуговка пришита, противоскользящее покрытие
сделала. Ботиночки не будут скользить. Идеальный вариант, как домашняя обувь, растишки. Довольна результатом. Я думаю, моя внучка будет очень рада этому. Очень хочу, чтобы наши детки были здоровыми, а соответственно ножки их не были всегда теплыми. Поэтому возникла идея придумать вот такие домашние ботиночки. Я желаю вам мира, добра. Вяжите в удовольствие. Радуйтесь сами, радуйте своих малышей, внуков, племянников, детей. Если у вас что-то не получилось, получится в следующий раз. До свидания, до следующих встреч.